Здравствуйте. Сегодня мы будем снимать уникальный автомобиль. Это ГАЗ. Я не знаю подробностей об этом автомобиле, но сегодня у нас есть владелец этого автомобиля, который знает всю его историю. Это Павел Лукашов. Очень известный минский человек. Подойдем к нему. Здравствуйте, Павел. Немножко расскажите о себе, о своих увлечениях. Что вы делаете вообще с автомобилями? Катаетесь на них, чините, может быть, красите? Что именно? Ну, так как это хобби, основная работа в другая сфера, а в свободное время это хобби, да, и делаю полный цикл от сварки, готовки, покраски. Пару вопросов еще. И перейдем к самому сладкому, к этому автомобилю. Какими автомобилями вы владеете? Что-то интересное еще, кроме данного экземпляра? Да, есть еще 21-я Волга, есть еще BMW старенькая. Один вопрос. А какая это Волга? Это ГАЗ-2402. Это ГАЗ-24, а еще есть 21. Больше, значит, лучше. Итак, расскажите немножко об этом автомобиле, его историю. Как он вам попал, сколько он стоил, сколько он наездил, ездил ли он вообще? Ну, это такая более конфиденциальная информация, не для всех, поэтому я думаю, что этот пунктик мы пропустим. Окей, пропускаем этот пункт. Да, этот автомобиль у меня во владении 9 лет, за все время с момента выпуска автомобиля 1983 года. Он успел наездить всего за свою жизнь порядка 44 тысяч километров, исключительно по лету, причем в бережной эксплуатации. Автомобиль полностью Полностью родной автомобиль 83-го года выпуска. Спасибо, Павел. Профиль Павла будет по ссылке ниже в описании. А сейчас мы прокатимся на этом автомобиле, но перед этим Павел покажет, как он разгоняется по прямой до конца парковки. Потому что с парковки мы не можем выехать. Прошу, присядьте в автомобиль, немножко показуйте и подождите, уберу кабель. Ждем. Обратите внимание, этот хром, родной хром, в идеале, все в идеале. Фары. Советская мощь на ваших глазах. По моим сведениям, тормоза немножко работают. Далее мы перенесемся в салон этого замечательного автомобиля и сделаем полноценный обзор. Я вам так скажу, есть небольшой сюрпризик. В этом автомобиле 7 мест. И как говорили в знаменитом фильме «Бригада», там есть такой вот автомобиль, только у меня и Майкла Джексона. Здесь примерно то же самое, только у Паши Лукашова и скорой помощи 10 лет назад была. Что ж, перенесемся вовнутрь автомобиля. Запах, какой запах? 92-й бензин, но пахнет совком. Должен быть 50. Должен быть. Они были разные. Родные уплотнители. Все родное, все в идеале. Все в идеале. Айфон не снимай, пожалуйста. Спасибо. Теперь перенесемся. И в конце видео будет бонус. Как звучит эта ласточка изнутри. Павел, газку, пожалуйста. Послушай. Ноги обдуло отлично. В этой машине даже электроантенна. Как электро? Он там крутит, сидит, там механик. Но единственное, электромотор в машине, и не считая стартера, это электроантенна. Все остальное ручное. Это просто мышцы качаются, я бы сказал. Посмотрите на бицепсы и трицепсы Павла. Смотрите, он не ходит ни в какую тренажерку, не занимается спортом. Он просто ездит на этой машине.
как я говорил, сегодня мы обозреваем ГАЗ-24 83 года. Вам может показаться, что мы взяли старую технику, я про телефоны, на которые мы снимаем, но это было по задумке, потому что такую машину нельзя снимать на современную технику. Посмотрим внутрь под капот. Здоровенный аккумулятор, здоровенный двигатель, здоровенный стартер, здоровенный генератор, здоровенное подкапотное пространство. Идеальный хром. Обратите внимание на заслонки. Когда холодно, можно закрывать заслонки и не обматывать никаким полотенцем, как газели. 83 год газели, 92 тысячные. Обматывают полотенцем до сих пор. Покажите, пожалуйста, владельца. И возьмем комментарий у Ивана Войцеховича. Кстати, тоже очень известный человек в Беларуси. Как вам этот автомобиль? Прекрасно. Изумительный автомобиль. Какие были ощущения, когда вы в него сели? Может быть, молодость вспомнили, может быть, старость продумывали Ой, уже? словно окунулся в 90-е. Сколько вам лет было в 90-е? 3. Мне тоже. Ну, спасибо Ивану. Спасибо Ивану. Что ж, самое интересное ждет вас впереди. Смотрите, не переключайтесь. Я так скажу, это наш первый обзор. Дальше будет только круче. 21 Волга, BMW, Mazda, что там, Audi, какая? 80-ка, 80-ка Audi. Полный комплект раритетов у одного человека. Я нахожусь возле уникальнейшего автомобиля. Семиместная Волга. И вот ее владелец Павел Лукашов. Известный, широко известный в узких кругах реставратор автомобилей. Сейчас мы сделаем небольшой обзорчик на автомобиль. Здесь есть 3 педали. Я так полагаю, это сцепление, да? Да. Сцепление очень мягкое, очень мягкое. Прям как бизнес-класс. Есть педаль тормоза. Тормоз работает? Работает. Тормоз работает. Отлично. Не наблюдаю пока ручного тормоза. А это что такое? Это ручник, можешь потянуть на себя. Так, здесь есть функционал ручного тормоза. Похож на костыль. Так, как его теперь обратно? Повернуть по часовой стрелке и отпустить. Это было жестко. Прям написано Волга. Сейчас мы протестируем вместимость автомобиля. Сзади сядут наши коллеги Владислав и Анна. 7 мест должно хватить для 2 человек. Неизвестный доселе функционал и неизвестные технологии для Анны. Не, ну я могу крутить, но мне кажется, есть Не, какой-то более вот так вот это простой происходит способ. на заднем месте, надо с этой стороны. Только. Павел демонстрирует, как можно забраться на 3-й ряд не через багажное отделение. Итак, у нас 160 на спидометре. Уточним у Павла, сколько он выжимал максимум из этой ласточки. Павел, расскажите, пожалуйста, сколько максимум вы ехали по трассе? 100 км в час крейсерская скорость для Ой, Волги. ну Больше тут не нужно. Не на мой рост, к сожалению. Так, итак, протестировали на высоком человеке 3-й ряд сидений. Получается немножко неудобно. Это плацкарт. Это плацкарт, Да, но для лежачего нормально. Отлично, отлично. Сейчас мы протестируем 2-й ряд сидений. Давайте, Анна, перебираемся на 2-й ряд аккуратненько. Не сломайте автомобиль, пожалуйста. Не потрите. Копейка валяется, смотрите, на части. Советские деньги найдены советские деньги. Ладно, фейк белорусский. Так, итак, как вам на 2-м ряду? Ну, на лежачих будет больно, наверное. Ну, только если вот так сидеть. Вы не правы, здесь рессорная подвеска, здесь очень должно быть мягко, правда ли? Да. Вот так вот. Но проверять мы это, конечно же, не будем. Итак, здесь есть огромнейшее вещевое отделение. Там помещаются ножницы и что-то еще. Я не могу, какой-то, жаль, камера не передает запахи, но здесь запах Советского Союза. И, да, кстати, даже пропуск Советского Союза. Вот. Ну, бутылка посовременнее. А чей это пропуск? Давайте Так. заведем. Итак, здесь 4 передачи и реверс.
То есть даже можно двигаться назад спокойно, не с горки. Итак, тут всяких куча кнопочек и предлагают нам завести автомобиль. Я не знаю, как это делать. Можете подсказать, Нужно, как пожалуйста? в самолете, включить пару тумблеров, Опа. включить нейтраль, Евгений. Ручник включен сейчас? Да, включите нейтраль. Она нейтраль? Ну, Нет. нет? Нет. Это нейтралка, да? Да, наверное, вот Судя это. по всему, да. Секундочку, да. Да. Подождите, здесь пепельница даже, да? Я угадал? Отлично, можно курить. А у меня электронка, правда. Я буду стряхивать электронку сюда. Да. Так, теперь на педаль газа чуть нажмите. Ах, так, давайте вот так вот сделаем, мне безопаснее. Сразу ноги. Вот ты... Ой, надо еще, да? Не-не-не, все нормально. Итак, у нас горит... Не газуй, не газуй, она Все. Не будем тратить лишние 30 литров топлива на холостых. Итак, Да она на таких низких оборотах. это бензин, да? Это бензин. Работает как дизель. А расскажите, пожалуйста, что это горит? Вот, это я должен опасаться этого Ручной огонька? тормоз. Да, Сигнальная лампа. индикация ручного тормоза есть. Влад, как вам на заднем сиденье? Смотрите, всем удобно, Влад хочет остаться жить тут. Ну, в принципе, да. Кожаное сиденье очень мягкое, очень приятная кожа. Очень. Просто восторг. Я хотел ее гладить постоянно. Что здесь можно еще сделать? Скажите, есть поворотник. Поворотник. Смотрите, подождите, есть безопасность. Не безопасности. Инерционный. Интересно. Что ж, сделаем тест-драйв. А вы хотите здесь? А Я тут. лучше здесь. Все правильно. Нужно привыкнуть. Тормозов нет, сказал Павел. Тормозит накатом. Посмотрите на эти колеса. Белые. Зеркальце, можно припудрить носик в такое зеркальце. Угу. Так, я сажусь на переднее сиденье. Подождите, Павел, что это за девайс? Вот это вот расскажите, пожалуйста. Это солнцезащитный козырек. Внешний солнцезащитный экран от прямого проникновения ультрафиолета в глаза. Это просто инновация. Не зря ракеты самые лучшие строились. Кого вы убили тут? А еще про инновации. Направьте, пожалуйста, Евгений, вот в эту сторону свою мобильную камеру. Да, и да. Ожидайте. Полагаю, там будет самоподвижущаяся антенна. А что можно ловить на нее? Все. Не, просто серьезно, здесь же FM диапазон есть? Я не подключал, но вообще можно. Вот. Итак, пассажиров качает. Невероятно В просто. радиоприемнике имеется механическая память станции. Невероятно. Ну, она переключает, запоминаешь станцию, она... Механика. Это значит, что ядерным взрывом эта система не будет выведена из строя. Так, давайте мы антенну уберем от греха подальше. Самое главное, здесь есть треугольная форточка. Это очень удобная штука должна быть, если она открывается. Противосквозняковый, толкай смелей. Вот туда? Да. И на себя, Наружу. наружу. Оп, наружу. Теперь я смогу здесь дышать не только бензином. О, слышите звук? Попердающего глушителя. Да. Какой объем мотора, расскажите, пожалуйста, сколько здесь лошадиных советских сил? Здесь 2,4 литра. Целых 2,4 По литра. бензину и 95 лошадиных сил. 95 лошадиных сил. Зеленая подсветочка. Заметьте, у меня на Peugeot была такая же антенна, но это же машина 80-го года, я прав? 83. 83-го года. А Паша, а вы какого года? Я 81-го. А Паша 81-го, то есть машина чуть-чуть моложе Паши. Незначительно. Скажем так. Для бицепсов. Да. Итак, усилитель руля, точнее, как сказать, утяжелитель руля. Да, утяжелитель руля есть. Вот. Видите, какие банки у Паши? Собственно, не просто так. А то после 8 лет владения, это, конечно. Есть iPhone даже. На Старой модели. Приборной панели. Как и Волга. Да. Сейчас мы делаем спуск без тормозов, напоминаю. С утяжелителем руля.
Эта машина как танк. Я просто плыву. Это невероятно. Невероятно. Ощущения непередаваемые. Наружу надо оплачивать, у меня нет. Так, возникли проблемы с оплатой. Советскими деньгами нельзя платить выезд с этой парковки. Что ж, будем кататься по паркингу. Проверим, как она вверх едет. А вот это потянуть, а это свет включить? Это свет, да. Так, она интересуется другими технологиями в этом автомобиле. Какой вам свет надо? Есть даже здесь верхний свет. Все смотрят на эту тачку. Смотрите, удивленные лица наблюдателей. Смотрите, смотрите, они просто не верят своим глазам. Смотрите, китайцы хотят скопировать ее уже. Итак, что может делать эта тачка? Ехать по встречке, и все ее будут бояться. Как известно, советские автомобили неубиваемые, они могут убить только пассажиров. Все смеются, это же правда. Да. Итак, вытянули костыль, так называемый ручник. Нас подвезли к двери с офиса. Она подниматься с 4 пассажирами может на паркинг? Да. А вы хотите здесь запарковаться? Да, я, может... Ну ладно, поехали наверх. Окей. Не, скажите ваш план. Вы уже хотели ее выкатать? Я думал, может, позвать еще остальных? Конечно, в багажнике еще много места. Давай, зови, конечно. Зафиксируем их удивленные лица. Это же мечта. О! Да. Я открою. Не открою. Что ж. Узнаем ощущения из первых уст, так сказать. Ну что, какие впечатления? Вы пользовались таким девайсом ранее? Мне кажется, даже такси такие. Это электрозаправка. Правильно, бензин же надо, чтобы проветривался из салона. Посмотрите, здесь даже при 7 местах есть набор инструментов. А расскажите, пожалуйста, что под этой красным, не знаю, что, диваном, что это такое? Итак, обзор багажника. Невероятно. Никаких газовых пружин. Это просто невероятно. Невероятно. Запасное колесо. Шансовый инструмент. Запасное колесо. И самое главное, Citroёn Xanthi рядом не стоял по объему багажника, судя по всему. Но багажник может на переднее сиденье полностью оставаться в плоскости. Это просто невероятно. Можно 2 шкафа и 2 холодильника. Хотел протестировать устойчивость подвески к моей жопе. Ощущение, как у гидропневматической подвески к Xanthi, но это же просто... Нет, это самое. Но это же просто рессоры. Возможно, на моей заднице что-то осталось из ржавчины, но это невероятно. Хром на порогах. Это просто... Я похож на блогера, кстати. Да, похож. Отлично. О! Ну, скажу так, удобно. Удобно. Сзади, наверное, чуть менее удобнее. Есть оптичка. Есть оптичка. Спойлер. Я не заметил, а она подметила невероятный спойлер на крыше. Он помогает удерживать автомобиль от заносов. И еще... Мощь. Камеру протяни. Нет, не в этом дело. Куда дела, здесь в колонке?